Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Нас становится все больше. И это приятно. Как там ваши гортензии? Черенкуются? Судя по вопросам, эта тема сейчас номер один в соцсетях и на ютубе. У кого процесс движется в положительную сторону, пишите в комментариях. Мне будет интересно, что мой опыт кому-то помог и пригодился. Все комментарии я модерирую и обязательно читаю. Немного покажу свои молодые гортензии. Они еще немножко подросли. Это я вот видео монтирую и пошла их сняла. Открыла свои контейнеры, чтобы вас позитивом зарядить. Все получится. Видите, как подросли? Уже третьи листики открываются на некоторых. Уже крышки мне поднимают на контейнерах. Вот такие красоточки. Главное, не поливайте, а только брызгайте. Я их уже проветриваю 1,5 часа. Вот эти, которые на видео. Есть еще, конечно, и малышики, которые только-только открыли свои листики. Обращаю внимание, что почти все эти гортензии и те, что не поместились, черенкую и укореняю я с ивой. Способ почкой я исключила, выбрала другой, который меня устраивает больше. По каким причинам, можно посмотреть в предыдущем моем видео. Ссылку я прикрепляю. Выбирайте тот способ, который у вас получается лучше, и выращивайте своих красавиц для сада. А сегодня расскажу и покажу, как я обрезала свою 3-летнюю гортензию Skyfall. И почему решила сделать не низкую, среднюю или высокую обрезку. Именно так обрезают гортензии, а 3-ярусную. Покажу, как выглядят мои 3-летние кусты полярного медведя и фантома, и мои черенки ванилы Фрайс и Мишки. Те, которые выжили после моих усиленных попыток их загубить. Приятного просмотра. Именно сейчас на видео вот это моя ванила Фрайс. Почему именно эти черенки выжили, Мишка и ванила Фрайс, я не знаю. Видимо, более склонны к переливу. Поэтому они остались живы. Их у меня 5 штук, моих черенков. Вот это большой куст, полярный медведь, гортензия, 3-летний. Следующая идет фантом. У него более толще. Видите, какие стебли? 1, 2 и 3. 3 года. А вот это наша Skyfall, которую я сейчас буду обрезать. Буду показывать и рассказывать все. Потом принесу хвойного опада шишками от акрокона. Я ее уже вокруг обложила. Сильно много тонких веточек. Почему я выбрала обрезку 3 ярусами, я могу объяснить. В этом ряду посажены следующая большая гортензия. Вот это тоже фантом. Огромная. Кстати, фантом можно вырастить деревом гортензиевым. Я начеренковала их столько, что, думаю, рощу буду делать скоро. И живые изгороди. Но об этом мы позже поговорим. А сейчас, видите, у нее уже в прошлом году такая форма, немножко как букетная, как предыдущую я показывала, штамбовую Limelight я обрезала. Серединка выше, а по краям ниже. Почему я выбрала такую обрезку? В этом ряду посажены все гортензии великаны. Полярный медведь, фантом, ванила Фрайс и Skyfall теряется на их фоне. Мне надо поднять высоту этой гортензии. Skyfall, она где-то 1,20 м, 1,40 м. Даже при хорошем уходе. У меня хотя уже немножко выше. И я хочу немножко ее выровнять в ряд с этими великанами. Поэтому буду обрезать, чтобы середина была выше. Ну, смотрите, там в принципе ничего сложного. Добрый день еще раз. Сегодня показываю вам обрезку вот этой гортензии Skyfall. У нее изначально уже была задана
форма букета. Ветки по периметру. Нижний ярус был обрезан на 2 почки. Ну, как я вижу, надо было на 1. Эта гортензия не слишком рослая и нарастает не сильно. И веточки у нее, видите, относительно тонкие. Сегодня решила обойтись без штатива. Буду вам по ходу обрезки камерой сама показывать. Посмотрим, какой формат лучше. Приготовила уже себе секатор, сучкорез и ножницы. Сейчас будем обрезать. Шишек от акракона сюда положила. Принесу потом из леса хвойный наш опад. Все замульчирую. Вы знаете, насколько здорово, что уже можно что-то в саду делать. Непередаваемое ощущение. Птички даже какие-то поют. Если вам слышно, оно. Да, слышно. Значит, с чего мы начинаем нашу обрезку? Начинаем снизу, с нижнего яруса. Обходим и убираем все самые тоненькие веточки. Вот такие обрезаем на вот так. Да и вообще в этом году она у меня так цвела мелкими соцветиями, потому что, видите, лес прямо веток. Я решила ее более-менее кардинально. Вот эту вот мы сейчас вырезаем. Кардинально обрезать. Так, чтобы вам было виднее. Вот эта веточка, видите, она находит на эту. Она слабее, меньше, поэтому мы ее вырезаем. Я бы ее, конечно, обрезала даже до самого ствола. Но вот у нее тут почка такая перспективная, то хочется ее оставить. Дальше. Вот это было 1-го года веточка. И вот это прошлого. А вот с этим стволиком я ее покупала. Ей эта весна будет 3-я. 3-я весна. Так, смотрим дальше. Вот эту ветку рассматриваем. Междоузлия маленькие. Видите, какие? Между 1-й и 2-й парой почек вообще 2 сантиметра. Я буду обрезать вот так прямо на эти 2 междоузлия и буду. Вот эту по-хорошему можно вот эту или одну оставить, или убрать. Я убираю вообще. И тут тоже на 2 почки. И эту веточку. Тут даже я на 1, наверное. Видите, рогатка какая-то. Эту по центру мы вырезаем. Черенки хорошие получатся. У меня уже этих черенков колосится лес. Конечно, приятно смотреть. Зелено-зелено. Красиво. Но куда они мне все, я не знаю. Зачем? Зачем я столько? Потому что получается. Поэтому черенковала. Так, веточка. Это у нас в порядок приведена. Следующую смотрим. Этот сучок я бы вообще его вырезала.
вот этот на большой ветке сучок. Да, на кольцо не очень получилось. Одной рукой, конечно, неудобно. Я потом поправлю. И идем дальше. Видите, тут куст такой с этой стороны получается полуголый. Поэтому вот эту развилку в середину, ветка, которая, я ее убираю вообще. А наружную оставляю. Получилось вот как у нас. Вот такая развилка сюда наружу. Как у фруктовых деревьев мы обрезаем середину. Вырезаем. Сюда эту оставляем. Сучок вот в прошлом году неправильно я поставляла. Дальше идет следующего порядка веточка. Тут оставляем 2 почки. Тут 1 и тут 2. Так, про эту забыли. Вот так. Сейчас обойду с той стороны. Покажу вам, что получилось. Вот так получается. Видите? Наружу. Наружу все смотрят. Тут 1, 2. Вот эти почечки могут проснуться, могут нет. Так, 2 ветки мы обрезали. Смотрим дальше. Вот эта ветка, она вообще идет в середину куста. Она нам ни о чем. Только тень создает. Поэтому мы ее вырезаем. Пошли дальше. У нас получается как ваза. Следующий ярус будем делать уже выше. Вот эту внутреннюю мы обрезаем. А тут уже оставляем 1, 2, 3. 1, 2, 3. На 3. Вот этот сучок тоже вырезаем. Так. И так обходим всю гортензию. Опять же, нижний ярус. Сюда, вот тут интересный момент. Вообще вот эти 2 ветки, вы видите, что дружат как. Выбираем ту, что крепче. Внутреннюю тут вырезаем. Эту по-хорошему. Так, вот эту у нее тоже вырезаем. Она туда в середину куста смотрит. Видно вот это? Я ее вырезаю. Так. А с этой развилкой что же нам делать? Вот с этой двойной. Наверное, по-хорошему это, конечно, толще ветка. Надо или вот эту убрать, оставить так, или вот эту. Если мы оставим в эту, у нас в эту сторону лысый куст получится. Поэтому приходится, знаете, что приходится? Наверное, я вообще эту ветку вот так обрежу. Чтобы у меня направление куста и в эту сторону было, понимаете? А та ветка шла туда. И ее теперь на 2 почки. 1 и 2. Вот такой нехитрый способ. Вообще надо творчески подходить к этому процессу. Да, даже можно ее еще ниже вот эту вырезать. Но это чтобы вам понятно было,
моя мысль. Тут мы серединку поднимаем на одном уровне у нас, почти на одном. А вот эту или какую вот эту я, наверное, вообще длинненькую оставлю. Сейчас обойду с той стороны, вам покажу дальше, что мы делаем. Так, значит, обошла с этой стороны. Тоненькие веточки вырезаем. Тут оставляем на одну почку. Тут вот эту всю мелочевку. Да, вот так ее даже всю вырезали. Надо, наверное, так вот его. Красота. Так, а тут оставляем вот так. Раз, два. Дальше интересный момент. У нас идет середина. Я, знаете, что придумала? Так, вот эта ветка. Видите, она растет из середины. Тут переплетается со всеми. Я ее вообще обрежу. Хорошая такая, конечно, ветка, но нету никакого красивого цветения. Так, красота получается у нас. Так, вот эту маленькую надо вырезать, видите? Она не нужна. Гортензия вообще любит обрезку. Не бойтесь. Дальше. Вот эту веточку я оставляю. А вот это уберу прошлого года прирост. Пусть она мне отсюда или отсюда вот что-то даст. И тут также самую маленькую. Все. За середину. Смотрите. Сейчас обойду, покажу вам, что у нас получилось. Нам надо сформировать высокую серединку. Вот эту еще надо обрезать. Надо вообще так обходить и смотреть гортензию. Так, междоузлие большое. Вот второе. Вот первое. И аж вот второе. Вот так. И формируем мы чашечку. Тут выравниваем уже, так как больше середина. Вот эту вот ветку можно убрать. Но я оставлю. Вот так. Посмотрю, если будет сильно пышно, я тогда на 2 или на 3. Сделаю на 3. А эти хочу сделать вообще высокие. Вот такие. Не знаю, как получится. Прям красоточка. Ну и у меня получилось даже 3 яруса. Смотрите. Первый ярус. Второй ярус, как бы. Третий ярус. Раз, два и 3. Чудненько. Посмотрим, как это вообще получится. Так, вот это я обрезаю. Этот крючок, сучок. Так. Тут 2 сильно близко. Думаю, какую убирать, эту или эту, вот эту, потому что между ними должно быть расстояние. Вот так.
И осталась последняя у нас веточка. Вот эта длинненькая. Я ее вообще назначу главненькой. И обрежу вот так. Все. Смотрите. Наша вазочка. Так, сейчас на фоне забора покажу. Вот наша вазочка. Вот такая получилась. На самом деле это не сложно. Обрезка не сложная, а такой даже творческий процесс. Смотрю, что с этой стороны куст лысоват. Вот с этой вот, видите, сюда ничего у нас нету. Но там ничего у нас и не проснулось. Может быть, от этой ветки пойдет в ту сторону. Но все равно, наверное, много. Придется выламывать зелеными черенками еще. Надо штук 15, чтобы было соцветий. Тогда они крупные и красивые. Я вот этот еще сижу, смотрю, что еще убрать надо. Вот этот уберу. Ну, как-то так. Так, немножко издалека. И вот такая красота. Сейчас пойду в лес соснового опада наберу. И будет чудненько. У нас еще вот эта мадам осталась тут вообще. Вообще. Это, кстати, еще один фантом у меня. Skyfall, фантом и белый медведь. Вот эти 4 гортензии первые я купила. Им 3 года. Вот эта весна 3. Я их весной посадила. В 2020 году весной. Вот, чтобы вы примерно понимали размеры куста. Соцветия у нее мне до глаз доставали. То есть 1,60 м где-то высота куста 3-летнего. Если вам показывают и продают куст 3-летний, который ниже колена, это значит он 2-летний максимум или вообще 1-летний. Осеннего черенкования на другой год он уже вполне созревший куст, но никак не 3-летний. Я с такими встречалась заводчиками, не заводчиками, продавцами. Все, показала вам обрезку. Так, хорошо на улице, можно что-то делать. Сейчас пойду смотреть, что и как. Начала стричь можжевельники уже. Покажу скоро вам.